В один из дней Алексей и Софья отправились на дело, которое уже стало для них привычным, но каждый раз вызывало трепет. Предстояло отвезти в новый дом кота, которого они взяли на временную передержку. За последние недели они успели сильно привязаться к этому пушистому созданию, несмотря на его своенравный характер и любовь к одиночеству. Молодые люди заранее созвонились с будущими хозяевами и были полны спокойной решимости. Их цель — подарить этому усатому охотнику настоящий дом, где его будут окружать заботой и теплом. Они даже не догадывались, что обратный путь окажется неожиданно многолюдным. Компанию коту составит еще один новый член семьи — маленький щенок. Софья припарковала машину возле небольшого домика на окраине поселка. Вокруг царила обманчивая идиллия: аккуратный зеленый газон, невысокий заборчик, посыпанная песком дорожка от калитки к крыльцу из старого дерева. Они приглянулись с предвкушением, крепко держа переноску с мурлыкающим питомцем. Стоял теплый, но еще прохладный майский день, воздух был напоен сладким ароматом цветущих яблонь и вишен. Однако стоило им войти во двор, как идиллическая картина мгновенно сменилась тревогой и разочарованием. За невысоким забором на короткой цепи сидел крошечный темно-серый щенок. Он выглядел как ребенок в чужой одежде, тонкие лапки и сильно вздутый живот, похожий на надутый шар. Шерсть его была грязной и свалявшейся, а в глазах застыл панический ужас. Вокруг царили холод и сырость, будто здесь уже давно не было тепла. Рядом валялась разбитая, прогнившая будка, которая, судя по виду, давно не могла служить укрытием от ветра, дождя и холода. На шее щенка болтался тяжелый металлический ошейник, явно слишком массивный для такого крохи. Он мешал свободно дышать, поворачивать голову и даже просто двигаться. Софья закрыла глаза, и сердце ее сжалось от жалости. Алексей присел на корточки и тихо, ласково обратился к щенку: «Привет, малыш. Не бойся. Мы не причиним тебе вреда». Пес дрожал, его взгляд метался между незнакомцами. Алексей почувствовал, как внутри него поднимается тревога. Ему здесь плохо, пронеслось в голове. И эта мысль уже не отпускала. В этот момент из дома вышла хозяйка, женщина средних лет, та самая, с которой они договаривались о встрече. Она выглядела уставшей и слегка растерянной, увидев незваного гостя. «Это щенок?» — спросила она, удивленно переводя взгляд с переноски на цепное существо. «Знакомые. Подарили», — принялась объяснять она, запинаясь, «у них родилось 12 щенков. Я взяла одного, думала, справлюсь. А оказалось, он все время голодный, слабый. Я не думала, что все настолько серьезно, что он болен». Алексей и Софья переглянулись и без слов поняли друг друга. Никто не хотел осуждать эту женщину, но факт оставался фактом: малыш не мог оставаться здесь. Они просто не могли пройти мимо. Женщина опустила глаза, в ее движениях чувствовались усталость и растерянность. Но когда Алексей мягко, но твердо произнес: «Мы готовы забрать его. Вам не о чем беспокоиться», в его голосе звучала искренняя решимость. Женщина тяжело вздохнула и едва заметно кивнула, отпуская ситуацию. Дорога домой превратилась в настоящее испытание. Кот в переноске возмущенно орал, не вынося долгих поездок. Щенок же, наоборот, прикрыл глаза от усталости, он будто чувствовал, что теперь у него есть надежная защита. Алексей гладил кота, Софья — щенка. На заднем сиденье образовался неожиданный дуэт. Привыкший к бархатным диванам и тишине кот и испуганный, истощенный малыш, впервые ощутивший твердую руку добра. Вечер в квартире прошел в теплой, почти семейной атмосфере. Алексей расставил миски, одну для кота, другую для щенка. Легкий суп и овощное пюре пришлись по вкусу обоим. Щенок набросился на еду с такой жадностью, будто боялся, что миску отнимут. Кот сначала лениво потянулся, скептически обнюхал предложенное, но тоже принялся за трапезу. Молодые люди смотрели на них и понимали, это только начало новой главы, в которой и кот, и щенок обретут безопасность, заботу и здоровье. Дни шли, и восстановление шло полным ходом. Они отвезли щенка к ветеринару, тот подтвердил сильное заражение паразитами, глистами и блохами. После первой таблетки
укола и порции специального корма малыш почувствовал облегчение. Кожа начала очищаться, шерсть становиться мягче. Кроху назвали Бусинкой за круглую мордочку и пушистые ушки. В ее глазах постепенно загорался огонек радости, страха становилось все меньше, уступая место робкому доверию. Кот, получивший имя Барсик, поначалу не торопился принимать новичка, но благодаря терпению и спокойствию Алексея и Софьи они постепенно нашли общий язык. По вечерам Бусинка забиралась под стол и пыталась шипеть на кота, защищая свое место, но Барсик, как старший и мудрый, лишь лениво прикрывал глаза. Вскоре они уже мирно спали рядышком. Пара продумала режим кормления, обустроила лежанки, придумала игры. Они советовались: Бусинка пока побудет у нас на передержке, Барсика, возможно, оставим, если не найдем ему лучший вариант. Каждый вечер они играли с малышами, снимали забавные видео. Бусинка с любопытством изучала картонные коробки и мячики, а Барсик с хитринкой подкрадывался к резиновой мышке. В воскресенье они навестили знакомых той женщины, которые подарили ей Бусинку. Те были растеряны и подавлены, сами не справлялись с такой оравой щенков. Узнав, что малышка в надежных руках, они даже прослезились и обняли Алексея и Софью. Обсудили стерилизацию, дальнейшее лечение и социализацию. «Не хочу, чтобы через год снова появились 12 щенков», призналась женщина. «Мы вам поможем», пообещал Алексей. В воздухе повисла надежда, будто одна ошибка прошлого наконец-то исправлялась добрым поступком. Бусинка постепенно привыкла к прогулкам на поводке, познакомилась с новыми друзьями, кошкой Пушинкой, которая любила наблюдать за играми, и псом Тоби, ставшим ее лучшим товарищем. Барсик с достоинством старого охотника взирал на эти шалости, не проявляя агрессии. Алексей и Софья день за днем ухаживали за питомцами, играли с ними и понимали, как много значит простое человеческое участие. И каждый раз, проходя мимо когтеточки или поглаживая пушистую шерсть, они вспоминали: все началось с обычной поездки, а привело к тому, что еще одна жизнь обрела дом. Эта история — наглядный пример того, как одно решение, одно доброе сердце способно перевернуть судьбу двух существ. Здесь закончились страдания, цепь, холодная будка, голод и страх. И начались забота, ласка, лечение, правильное питание, игры и радость. Важно помнить, животное рядом с нами — это не просто привычка или обязанность. Это живые существа, и от каждого из нас зависит, получит ли кто-то шанс на новую, счастливую жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!